Всем привет, друзья-боксерчики! Мы рады опять быть с вами. И сегодня очень интересный вопрос рассмотрим, который касается тайминга. Очень хочется сказать свое мнение по поводу тайминга, что это такое и с чем это связано. Потому что тайминг, это вот есть понятие искупленного времени. Это то время, когда человек потратил на такое образование, которое его сделало выше, сильнее, круче. То есть вот это тайминг. Тайминг – это то, что может тебя менять, потому что это, ты настолько понимаешь время, настолько его искупляешь, это время, что в каких-то моментах начинаешь обгонять его. То есть ты управляешь временем. С другой стороны, тайминг – это режим. Такой режим, вот как весь распорядок дня, ты уже начинаешь обращать внимание на такие мелочи, которые раньше тебя не интересовали. Сколько ты спишь, сколько ешь, как ты вот к этому относишься. То есть это и психологическое, и психическое твое состояние, и насколько ты можешь управлять и собой, и временем, и все вот это вот настолько подстраивать, что вся твоя жизнь упирается вот в поговорку, что мальчики в бокс не играют, мальчики боксом живут. Вот это вот тайминг. Потому что по сути, когда вы находитесь в бою, и даже если соперник очень быстрый или очень сильный, его можно победить двумя дисциплинами. То есть это дистанцией и точным расчетом, знанием вот этого времени, как можно увернуться или с какой скоростью идет удар, то есть по таким вещам, которые у вас очень хорошо наработаны, пережиты сами по сути. То есть вы глубоко настолько в них проникли, что можете где-то подлавливать, где-то можете использовать тайминг, как если очень сильный, например, соперник, его можно вымотать. Как это сделать? Вот эти вот ощущения тайминга, которые вы пережили и раньше на тренировках, где и страдать, может быть, там приходилось, и очень-очень упираться, это время вы искупили. Поэтому само по себе состояние, когда вы можете себя настроить через тайминг, через то, что вы пережили. Поэтому, говорю, очень много определений входит в эту дисциплину, и очень серьезно к ней надо относиться, потому что тренировка выстраивается тоже на определенном тайминге. 15 минут на пневмогрушу, 10 минут грубой работы на мешке, потом дальше по снарядам, на лапах до 30 минут, а то бывает и до часа на лапах надо работать. Особенно, когда некоторые детали объясняешь, и там уникальная вещь есть на лапах, там выставляется этот тайминг, потому что ты чувствуешь силу спортсмена, чувствуешь дистанцию и чувствуешь скорость, оцениваешь уже все. И уже где-то можно подыгрывать. Поэтому боксерам не просто рекомендуется лапы держать, не только бить, но и держать, а в обязательном порядке. Потому что все то, что начинает, все эти тонкие, маленькие вещи, о которых невозможно рассказать, их надо прочувствовать, пережить. Поэтому если есть возможность себя где-то в каких-то мелочах ускорить, это может быть один импульс за все время, может быть даже за всю жизнь. Вы можете быть быстрее быстрого и сильнее сильного. Вот это тайминг. Это развивается не сразу, и это касается уже боксеров опытных, которые уже, как говорится, понюхали порох, и до боя представляешь себе одно, а реально в бою, когда видишь то, что ты не успеваешь, просто в этом не протренирован. И ты начинаешь, например, уже свой тайминг, в свой тайминг, такие вещи, работаешь на мешке, и ты уже более агрессивно где-то вспоминаешь, обиды, поражения, и уже начинаешь его собирать, этот импульс, что как было так, теперь так не будет. Теперь я уже знаю, теперь я преодолеваю. Как это с дистанцией связано? Дистанция – это вообще, если боксер умеет держать дистанцию,
понимает, что это такое дистанция. Вот эти вот разные стороны, разные углы, как можно подойти безопасно. То есть это тоже все дистанция. То есть это высший пилотаж, это вот уже математика, самые-самые такие глубины, когда ты настолько соперника чувствуешь, что ты ему позволяя, он тебя бьет, ты ему позволяешь. Тут же ты на его движении делаешь какой-то финт, бах, и все. Поэтому две дисциплины, которые очень-очень важны, они очень связаны. Это вот дистанция, как ваш точный расчет времени, и ваше пережитое, искупленное время, которое помогло вам просто понять, что такое бокс. Бокс, он развивает очень сильно, как вот ученые там делают все исследования, человек, мировоззрение за 3 года меняется кардинально. То есть это называется сдвигом парадигмы, когда мнение человека просто меняется. Один из мотиваторов изменения вашего мнения – это вот тайминг. Без тайминга невозможно боксировать, очень-очень сложно боксировать, потому что, еще раз говорю, когда вы находитесь в бою, ваш расчет времени, он от пережитого. То есть вы точно должны знать свою скорость, точно должны знать скорость удара, защиты, передвижения, как вы стоите к сопернику. То есть там очень-очень много моментов, которые должен решить ваш мозг. Поэтому еще раз говорю, тайминг сразу, вот изначально ведется как режим. Вот есть определенный режим работы. Есть темповые тренировки, есть силовые тренировки. Это все тайминг. Потом есть тренировки, которые по снарядам. Ты буквально по 5 минут там каждому снаряду бегаешь. То есть и такие тоже тренировки должны быть. Чтобы как можно больше и как можно ближе подвести вас к боевым ощущениям. То есть вот что такое тайминг. То, как вы встаете с утра, и вы рассчитываете свой день. Это тайминг. Во сколько вы поели, как вы поели, что вы поели. То есть это все время, которое вы тратите на точные вещи. Поэтому тайминг, он вырабатывается с опытом. Насколько вы будете опытны, настолько будет развит ваш тайминг. Потому что очень опытные бойцы, они прям, не надо быть там супер быстрым, супер сильным, они просто при помощи вот этого вот знания тайминга вас вымотают и, как говорят, поломают просто. Потому что, еще раз говорю, это и с тактикой, со стратегией напрямую связано. Конечно, это надо делать с первых тренировок, по крайней мере, вот потихонечку пояснять, как важно. Вот ты, например, там с гантелями, гирями там накидался, ты устал, это время тоже твоего тайминга, ты должен понимать моменты уставания, восстановления, как быстро ты восстановишься. Поэтому режимы тренировок, они все разные по таймингу, по времени. Тут где-то раз и где-то надавили, надо быстрее, где-то раз, наоборот, можно расслабиться, потому что сильно устал. То есть вот ощущение времени, ощущение и распределение этого времени. Это как, вот есть такая дисциплина выносливости, это правильное распределение сил по всей дистанции. Также и здесь правильное распределение времени по всей боевой дистанции. Тайминг может быть той частью переживания твоего в голове. Понимаешь, что, вот реально понимаешь, что ты не можешь быть быстрым. И вот это вот переживание помогает тебе более сосредотачивать все свои, мобилизовать все свои вот качества, чтобы вот именно выстрелить. И именно этим в нужный момент. Вот тебе нужно понять, когда вот этот вот нужный момент. И само переживание в голове, оно приведет тебя к этому. Воспитывается. Это просто воспитание. Как ты хочешь, чтобы оно у тебя выстрелило, ты просто в этом поживи. Это во всем надо найти. И утром встал, раз так, помылся там, побрился, сколько тебе времени надо. Это же тайминг. Простые расчеты. С точки зрения тренера тайминг совсем другой. Еще раз, мне нравится, когда говорят, что
тренер, бывший боксер. Вот это исключительный вид спорта, где тренер, хороший тренер, это не просто боксер, а это такой боксер, который, может быть, где-то не до конца самореализовался. Поэтому все его моменты, даже тренерской работы, они очень-очень глубоко растут. То есть и растут уже с мнения авторитетного, потому что ты уже прошел этот путь, ты точно знаешь, где ты сам спотыкался и как ты сам это вырабатывал. И умение распознавать людей, психология и какие-то вот такие простые житейские моменты, где как лучше, это человеческие качества тренера. Умение распознавать и таймингом вот так вот людей. Я точно знаю, что ему надо вот именно этот режим. Потому что по-другому он делает, пока ему нравится. Если ему не нравится, он не будет делать. Вот надо такой режим и такой подход найти с точки зрения времени, тайминга, чтобы прокачать его. Другого таким способом ты убьешь. Поэтому для него совсем другой подход. И этот подход, он человеческий. То есть с точки зрения опыта, мудрости, чтобы ему предмет помог развить свой мозг, развить тайминг, дисциплин очень много в боксе. То есть еще раз говорю, почему это вид спорта высокого такого статуса, потому что он мозг развивает просто в километры. И если вы действительно датчики подключите к человеку, он выбивает, например, ритмы или на мешке, или на груше, или на пневмогруше, там такие вещи за доли секундов мозг решает, что, будь здоров. Также и внутренние переживания должны быть очень-очень сильные. Поэтому с точки зрения тренера это безусловный опыт как хорошего, очень хорошего боксера, так и очень-очень хорошего человека. Поэтому сам по себе тренер – это ориентир для спортсмена. То есть его глаза внутри. Поэтому, то есть и читается это настолько индивидуально, потому что в групповых занятиях что хорошо? Потому что есть один дух. И этот дух, да, он может быть единым. Но также есть индивидуальная часть, которая может и проговариваться словами, или вместе, совместно это надо проделать какие-то моменты. Поэтому учтение этого тайминга, оно ключевое, что ли. Потому что одному надо месяц тренироваться, другому 3 дня, чтобы он понял. А помимо того, чтобы понял, надо еще и сделал. И все рассчитал. И так, чтобы это тебе помогло, чтобы это было эффективным. Как 2 дисциплины, чтобы привело это к тебе к победе. Из великих людей, которых мне довелось видеть в боксе высокого топового уровня, я ни одного не знал бы, который не понимал, что такое тайминг. Со всем уважением, задавайте вопросы, мы постараемся и впредь отвечать. Мне очень нравится то, что такие вещи, они пока еще живы. Всем до новых встреч.